Привет! Меня зовут Марина, а вы на канале Russian Language Club. Надеюсь, вы уже посмотрели видео 10 фактов о русском языке. Если нет, то я советую вам сначала посмотреть то видео, а потом вернуться сюда. Потому что в этом видео я вам расскажу, какие факты были неправдой, а какие правда. Итак, где же я вам соврала, а где сказала чистую правду? Факт 1. Правда. Да, русский язык является одним из официальных языков ООН. И да, Организация Объединенных Наций публикует документы, резолюции, отчеты на русском языке. Факт номер 2. Неправда. В русском алфавите 33 буквы, 21 согласная буква, 10 гласных и 2 специальных буквы, у которых нет звука. До 20 века букв в алфавите было 37. В начале 20 века букв в алфавите осталось 32. И то потому, что звук «е» и «ё» были одной буквой «е». Факт 3. Правда. Да, в русском языке больше существительных женского рода. И да, существительных женского рода на 2,5% больше, чем существительных мужского. Факт 4. Правда. Русский мат — это исконно славянские слова. Нет никаких слов из нецензурной лексики, которые были заимствованы из других языков. Нет, это все наше русское. Историю русского мата не буду рассказывать в этом видео, а тем более называть эти слова. Но на моей Patreon странице есть статья о русском мате. И если вы станете моим патроном Russian Fans, вы сможете прочитать эту статью. В статье есть нецензурная лексика. Факт 5. Правда. Раньше русский язык был намного труднее и сложнее, чем современный вариант. В России было несколько реформ. Даже русский алфавит трансформировался несколько раз. При Петре I убрали 7 лишних букв и добавили и «э». При Анне Иоанновне убрали 3 буквы и добавили «й». При Петре III вернули «и» с точкой. При Екатерине II появилась буква «ё», самая молодая буква русского алфавита. Вы видите, сколько трансформаций было с алфавитом. Если трансформировали, меняли алфавит, то, конечно, менялась и грамматика русского языка. Факт 6. Правда. Раньше в русском языке не было числительных. Слова 2, 3, 4 были прилагательными, а 5, 6, 7 и так далее были существительными. Поэтому сейчас это такая сложная грамматическая тема. Мы говорим 1 стол, но 2, 3, 4 стола, а 5 столов. Все потому, что русский язык менялся, и слова меняли свою грамматическую функцию. Факт 7. Правда. В русском языке слова могут менять род. Конечно, это не происходит быстро. Но да, так произошло со словом «метро». Раньше метро было мужского рода, сейчас это существительное среднего рода. Кстати, сейчас происходят похожие изменения со словом «кофе». Может быть, вы знаете, что еще нужно говорить «вкусный кофе» или «черный кофе», так как кофе — это слово мужского рода. Но я уверена, вы слышали, как даже русские говорят «вкусное кофе» или «я хочу черное кофе», потому что сейчас в словаре уже есть форма кофе среднего рода, но
только для разговорного стиля. Факт 8. Правда. Слова «компьютер» и «Google» — это, конечно, иностранные слова. Но «компьютерный» — это уже русское прилагательное. «Гуглить» — это русский глагол. Если иностранное слово приходит в русский язык и трансформируется по грамматической системе русского языка, то оно становится русским. Факт 9. Неправда. Святые Кирилл и Мефодий не создавали кириллицу. Кирилл и Мефодий — это братья, которые создали первую азбуку глаголица. А уже их ученики создали азбуку кириллица в честь своих учителей. Факт 10. Правда. 6 июня — это День русского языка. Кстати, это международный праздник. 24 мая мы отмечаем День славянской письменности. И да, день рождения Александра Сергеевича Пушкина 6 июня. День русского языка сделали именно в день рождения великого поэта, потому что Александра Сергеевича считают основоположником современного литературного русского языка. Ну как, много ошибок? Или вы все знаете о русском языке? Жду ваши комментарии и оценки под этим видео. Подписывайтесь на Russian Language Club в Instagram, Telegram, Facebook и, конечно, YouTube. Пока-пока. До скорой встречи.